Всем привет! Сегодня я хочу с удовольствием поделиться с вами своей находкой. Пышным, воздушным, многослойным краффином. Будем готовить на ароматном апельсиновом тесте в сочетании с шоколадным. Это получается нереально вкусно и очень-очень красиво. Рекомендую его приготовить к светлому празднику Пасхи. Это совсем не сложно, и вы порадуете своих родных и близких этой красотой и вкуснятиной. Дети у меня пробовали разные варианты пасок и краффина с разными наполнителями. И корицей, и шоколадом, и классические, и цукаты, и вишня, и клюква, и какао. Но когда они попробовали этот, сказали: готовь только такой. Обязательно приготовьте. Я уверена, вы оцените это сочетание нереальных вкусов и красоты. Для начала подготовим доклад. У меня будут цукаты и изюм. Вы можете брать все, что любите. В этот раз я не поленилась и с вечера залила апельсиновым соком и добавляем немного рома либо коньяка. Если у вас времени с вечера нет, либо вы забыли, то не беда, вы можете залить за час до того, как будете готовить тесто, кипятком либо горячим апельсиновым соком и дать настояться. Сухофрукты мои набухли, впитали жидкость, стали сочными, ароматными. Выливаем лишнюю жидкость, если осталось, через сито, промокаем сухим полотенцем либо салфеткой и откладываем в сторону. Приступаем к опаре. Тесто у нас сегодня будет два. Первое на апельсиновом соке, второе на молоке. Приступаем к первой опаре. Выливаем теплый апельсиновый сок, выжатый из 2 апельсинов. Добавляем к нему сухие либо живые дрожжи. От общего количества немного сахара. И муки. Перемешиваем все венчиком. Если у вас остались комочки, ничего страшного, они потом разойдутся. Накрываем и оставляем в теплом месте. Сразу же приступаем ко второй опаре. Для второй опары шоколадной нам понадобится теплое молоко, дрожжи, немного сахара и муки. Перемешиваем. Накрываем и оставляем в теплом месте. После того, как она подойдет, она увеличится примерно в 2-2,5 раза. Подготавливаем остальные ингредиенты для светлого теста. Всыпаем сахар, цедру апельсина либо лимона. Хорошенько перетираем ложкой, либо удобно это делать руками. Вот таким сахар должен быть желтым цветом. Он впитывает в себя аромат всей цедры. В дальнейшем этот аромат передастся нашей готовой выпечке. 2 желтка, соль, сметана. Перемешиваем. И добавляем подошедшую опару. Вот такие пузыри у нас образовались. Дрожжи у нас очень хорошие, хорошо подошли. Всыпаем ее к основному тесту. Перемешиваем до однородности.
и добавляем муку. Делаем это частями, обязательно просеиваем. Муки у вас может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше, указано в рецепте. И начинаем замешивать тесто. Мы можем это делать вручную, просто нам понадобится чуть больше времени, усилий и терпения. И, конечно же, хорошего настроения. А также можем сделать это ручным миксером, либо планетарным. Я сегодня буду делать с помощью помощника. Устанавливаю насадку крюк. Для более яркого цвета также можно добавить немного куркумы, но сильно много не насыпайте, так как может чувствоваться во вкусе. Я добавлять не буду, так как у меня яйца домашние, желтки очень-очень насыщенного оранжевого цвета. Думаю, что куличи получатся с ярко выраженным цветом. И куркумой не собью апельсиновый вкус теста. Прошло 5 минут. Вот такое тесто тягучее у нас уже стало. Тянется за крюком. Начинаем добавлять сливочное масло комнатной температуры. Во многих рецептах добавляют масло растопленное, я также так делаю иногда. Но лучше делать это именно уже после приготовления теста, когда выработалась клейковина. Тогда уже вмешивать постепенно не растопленное, а именно мягкое комнатной температуры масло. Так как если вливать растопленное, может масло на себя брать еще дополнительно муку. А тесто не должно быть забитым, а должно быть мягким, воздушным, поэтому именно так будем добавлять масло. Все масло мы добавили, тесто меняется на глазах, даем ему хорошенько вымешаться примерно 7-10 минут. Вот такое эластичное, мягкое оно получается. Смазываем растительным маслом руку, емкость, в которую будем ложить на расстойку. Вот такое мягусенькое, тягучее оно получилось. Замечательное тесто. Собираем в комок все наше тесто, выкладываем в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте. Приготовим шоколадное тесто. Опара у нас уже хорошо подошла. Отправляем в емкость для взбивания оставшийся сахар, сметана, желтки, соль. Объединяем ингредиенты. Ванильный сахар. Дальше добавляем какао. Обязательно его просеиваем, чтобы не было комочков. Распределяем равномерно по всему тесту, перемешиваем. Удобно это делать ложкой либо лопаткой. Добавляем оставшуюся по рецепту просеянную муку, но не всю. Как всегда, будем добавлять ее частями. Отправляем тесто замешиваться до хорошего образования клейковины. Прошло примерно 5 минут. Добавляем по кусочку сливочное масло комнатной температуры и даем хорошо вымешаться тесту, примерно 7-10 минут. Тесто получится более плотнее, чем светлое. Это за счет какао, не пугайтесь, так и должно быть. Собираем в комок, накрываем и отправляем в теплое место.
Вот так хорошо подошло светлое тесто. Посмотрите, какое оно воздушное, мягкое. Очень хорошо увеличилось в объеме. С ним очень легко работать. Не забитое мукой, абсолютно не липнет к рукам, при этом очень воздушное и нежное. Разделяем на 3 равные части. Собираем в комочки. Шоколадное тесто точно так же обминаем. Посмотрите, какое нежнейшее тесто. Распределяем на 3 равные части. Собираем в клубочки. Накрываем и оставляем отдохнуть примерно на 5-7 минут. Берем по одному кусочку теста, немного припылив рабочую поверхность мукой, раскатываем в тонкий пласт. Старайтесь это сделать в форме прямоугольника. Белый комочек мы раскатали. Теперь раскатываем шоколадный. Убираем в сторону. Белый пласт покрываем сливочным маслом комнатной температуры. Можете это сделать лопаткой либо кисточкой. Ну, конечно же, самое удобное это делать руками. Покрываем цукатами и изюмом. Накрываем шоколадным тестом. Смазываем маслом. И присыпаем орешками. Скручиваем в рулет. Разрезаем вот так вдоль рулета, не дорезая немного до конца. Выворачиваем каждую часть начинкой вверх. Сначала скручиваем в улитку одну часть, перекидываем неразрезанную часть наверх и закручиваем в улиточку вторую часть. Вот такая красота у нас получилась. Форма у меня маловато, поэтому я ее увеличу с помощью силиконизированной пергаментной бумаги. Вот так внутри укладываю бумагу и внутрь вставляю кулич. Немного места осталось и по бокам, и вверх. К рафину есть куда расти. Откладываем в сторону. Делаем это также еще с 2 кусочками. Вот такой куличик у нас еще один получился. У нас осталось еще 2 кусочка. Мы можем сформировать 3-й кулич. Но я хочу сформировать немного по-другому. Для этого нам понадобится форма для выпекания хлеба. Застилаю ее пергаментной бумагой. Точно так же раскатываю кусочки теста. Обмазываю, присыпаю орешками и цукатами.
разрезаю. Но не скручиваю в улитки, а вот так вот переплетаю две полосочки между собой. Укладываю в форму. Мы отправляем в теплое место, чтобы оно увеличилось примерно в 2-2,5 раза. Вот так хорошо у нас подошло тесто. Хорошо, что я воспользовалась пергаментной бумагой, так как у нас куличики поднялись выше, чем формы. Косичка наша тоже очень хорошо подошла. Пора отправлять в духовку. Отправляем в духовку, разогретую на 175 градусов, вверх-вниз, без конвекции, примерно на 35-40 минут, в зависимости от вашей духовки. Косичка приготовилась быстрее, я ее достала спустя полчаса, а вот куличики находились чуть дольше. Их я достала спустя 5 минут. Готовность пасочек проверяем деревянной шпажкой. Если она выходит без остатков сырого теста, они готовы. Эту красоту украшать, думаю, ничем не надо. Единственное, что мы можем, это присыпать сахарной пудрой, так как если мы будем делать намазку, то вся эта красивейшая шапочка, она будет под намазкой. Я не могу удержаться, крафин еще горячий, но я хочу показать эту нежнейшую структуру, этот мякиш, эту воздушность, которую через экран просто не передать. Нереальный апельсиновый аромат, который просто невозможно передать через экран. В сочетании с шоколадным тестом крафин получается нежный, мягкий, сладкий, ароматный, пышное и многослойное тесто. Я уверена, этот крафин станет достойным украшением вашего пасхального стола. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Делитесь рецептом и подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал, чтобы не терять следующие вкусные рецепты.